Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши лайки, комментарии, поддержку. Я сегодня к вам с новыми ниточками. С такими ниточками на канале еще нет узорчиков. Будем пробовать вместе. Итак, смотрите. Называются они Alize Bella. Это 100% хлопок. Так, вот написано 100% хлопок. Нам советуют производители вязать данную ниточку крючком, смотрите, от единички до троечки. Ну, в зависимости от вашего узора, в зависимости от плотности вязания. Сразу же, пока не забыли, цвет 266. На камеру передается такой же, какой он есть на самом деле. Моточки, смотрите, моточки 100 грамм. В 100 граммах 360 метров. То есть можно вязать, вязать и вязать. Итак. Вы, в свою очередь, берете пряжу, любую, какая у вас есть. Не обязательно брать точно такую же, которую беру я. Вы берете свою пряжу. Самое главное, правильно подобрать крючок к своей пряже. Я сегодня буду вязать троечкой. Вот моя рабочая лошадка, троечка. Вы, в свою очередь, можете повторять за мной, можете брать свою пряжу. Ну что, свяжем? Итак. Схему к сегодняшнему узорчику я прикладываю, она совсем не сложная. Кто умеет работать со схемками, смотрите, повторяйте, самостоятельно вяжите. Кто еще пока не умеет работать со схемками, повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Но при этом обращайте внимание на схемку. То есть мы провязали элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. И так вы быстро самостоятельно научитесь работать с любыми схемками. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте, например, я наберу 6 раппортов. Это у меня будет, получается, 36 воздушных петелек и одна петелька дополнительно, 37, для того, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Вы увидите. Итак, для начала все как всегда. Петелька у нас фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее, как во многих узорчиках, мы с новичками делаем вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Чтобы в петельках воздушных не запутаться, в столбиках мы уже точно не запутаемся. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули. Вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2. Это наш столбик с накидом. Накид. По порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязали опять по 2 петельки. 2. Еще столбик с накидом. Наша с вами задача вот так вот шагать в каждую петельку и провязывать столбик с накидом. Это несложно. Вы не запутаетесь. И вот таким вот образом шагаем дальше. Самое главное, чтобы по итогу количество столбиков у вас было ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть я набрала, получается, 37 воздушных петелек. У меня должно получиться 37 столбиков с накидом. Несложно. Понятно, да? Вот. И вот так вот вяжете до конца ряда. Сами себя контролируйте. Смотрите, я уже, получается, провязала вот эти 3 петельки подъема, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков я провязала. Теперь давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встретимся. Несложно у вас получится. Давайте. Итак, смотрите, вот провязали все наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Смотрим на схемку, повторяем. Для начала 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Это имитация будущего столбика с 2 накидами. Поворот. Теперь мы делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3 по узорчику. Итого здесь у нас получается 4 плюс 3, 7 воздушных петелек. Теперь внимательно делаем 2 накида.
И возвращаемся к нашему первому столбику. Вот верхушка первого столбика. Нырнули в него, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Вот такой высокий получился столбик с 2 накидами. Дальше наша с вами задача. Делаем 2 накида, пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И вот в 6 столбик нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Столбик с 2 накидами. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять делаем 2 накида. 1, 2. И возвращаемся в этот же столбик. Нырнули, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 2 накида. И сюда же опять же возвращаемся и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. То есть у нас получается вот такая вот структура интересная, да? Такая вот 3 такие вот палочки. В начале ряда мы сделали всего лишь только 2, поняли, да? 4 петельки подъема, это та же самая, получается, имитация столбика с 2 накидами. Идем дальше. Дальше повторение. Опять 2 накида, пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в 6 столбик нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Столбик с 2 накидами. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять сами делаем 2 накида. 1, 2. Ныряем сюда же, в этот же, получается, верхушку этого же столбика и провязываем столбик с 2 накидами по 2 петельки. Несложно. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 2 накида. Вернулись сюда же и провязали еще столбик с 2 накидами. Все. Вот что в итоге у вас должно получиться. Вот видите? Вот такие вот по 3 веточки. По 3 веточки. Опять пропускаете 5 столбиков и то же самое продолжаете дальше. Схемка перед вами, несложно. Провязывайте, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы с вами провязали практически до конца ряда. Вот что у нас получается. И как мы заканчиваем наш ряд. Получается, вот сделали 2 накида, пропускаем опять 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в 6, а здесь, вот, помните, были 3 петельки подъема, имитация столбика, поэтому в 3 петельку подъема нырнули, вытянули ниточку и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 2 накида. И возвращаемся сюда же. И опять провязываем еще 1 столбик с 2 накидами. И на этом наш ряд закончен. То есть мы закончили точно так же, как и начинали. Дальше воздушная петелька. Поворот. Я предлагаю сделать сюда вот так вот столбик за верхушечку без накида. Так. Дальше мы должны будем провязать вот в эту арочку из 3 воздушных петелек 3 столбика без накида. Нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. 1, сюда же 2, сюда же 3. Есть. Теперь перепрыгиваем следующую, перепрыгиваем арочку. Вот она. И точно так же провязываем 3 столбика без накида. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Теперь вот над центральным нашим столбиком делаем 1 воздушную петельку и перепрыгиваем в следующую арочку. Провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Поняли, да? Теперь сразу же без воздушной петельки перепрыгиваем в следующую арочку и провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Над центральным вот нашим столбиком из 3, 1, 2, 3, над центральным делаем воздушную петельку и опять провязываем в арочку 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И вот так вот вы шагаете, провязываете. Весь ряд у вас состоит из столбиков без накида. Единственное, над центральным вы, получается, делаете воздушную петельку и все. Совсем не сложно, согласитесь. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встретимся. Так, смотрите, что у нас по итогу получается. Мы провязали весь ряд столбиками без накида. Да? Кроме центральных наших столбиков мы их провязывали воздушной петелькой.
Итак, как мы заканчиваем ряд? Вот наша последняя арочка. Я уже провязала 3 столбика без накида. Помните, мы здесь сделали 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Так вот, в 4-ю петельку ныряем и провязываем столбик без накида. На этом наш ряд закончен. Дальше мы делаем 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Дальше 3 воздушные петельки по узорчику. 1, 2, 3. Теперь 2 накида. Возвращаемся. Вот самый наш первый столбик. И провязываем столбик с 2 накидами по 2 петельки. 2, 2, 2. Теперь смотрите внимательно. Вот там, где у нас, помните, были 3 столбика. 1, 2, 3. Центральный столбик и над ним воздушная петелька. Делаем 2 накида и вот в эту воздушную петельку нырнули и провязываем столбик с 2 накидами. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять сюда же столбик с 2 накидами по 2 петельки. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 2 накида и сюда же вернулись и опять провязали столбик с 2 накидами. То есть мы с вами повторили точь-в-точь наш самый первый ряд. Поняли? То есть получается вот такие вот 3, как бы скажем, столбика, да, 3 веточки и над ними опять 3 веточки. То есть дальше то же самое. Опять сделали 2 накида и вот переключаемся. Вот наши 3 веточки. 1, 2, 3 в центральную. Над ней у нас воздушная петелька была, провязывалась. И также провязываем столбик с 2 накидами. 1, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Сюда же второй столбик с 2 накидами. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же еще один столбик с 2 накидами. Поняли, да? То есть ваша задача повторить точь-в-точь самый первый ряд. Вот. И у нас получается вот над нашими арочками вот этими будут еще одни арочки. Не сложно? Не сложно. Схемка перед вами. Повторяйте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда я вас встречу. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот на что начинает получаться. Как мы заканчиваем наш ряд. Точно так же, как мы заканчивали первый ряд, мы делаем 2 накида, перепрыгиваем в самый последний столбик без накида предыдущего ряда и провязываем сюда столбик с 2 накидами, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3 и вернулись сюда же, провязали еще столбик с 2 накидами и все, на этом наш ряд закончен. Поняли, да? Дальше воздушная петелька, поворот, сюда же в верхушку этого столбика провяжем столбик без накида. И теперь точно так же, как в втором ряду провязывали. В каждую арочку провязываем по 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вот. Дальше следующие у нас 2 арочки. Перепрыгиваем сразу же в арочку и провязываем также 3 столбика без накида. Итак. 1, сюда же 2, 3. И помните, мы над центральным столбиком, вот наш центральный столбик, мы над ним делали воздушную петельку. Воздушная петелька. И следующая арочка опять 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Перепрыгнули опять следующую арочку, 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Над центральным столбиком воздушная петелька. И следующая арочка опять 3 столбика без накида. 1, 2, 3. То есть мы точь-в-точь повторяем наш второй ряд. То есть вообще ничего сложного. Сам по себе узорчик представляет собой 2 ряда получается. В первом ряду мы делаем с вами вот такие вот рогаточки наши, да, арочки. Во втором ряду возвращаемся столбиками без накида. В следующем ряду повторяем первый ряд, опять вот эти вот рогаточки, арочки. Дальше возвращаемся столбиками без накида. Не сложно? Не сложно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Должно получиться очень даже мило, симпатично. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте.
Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у меня получается. Узорчик несложный, легко вяжется. Можно вязать из любой пряжи, не только из хлопка. Это может быть и зимняя пряжа, демисезонная, летняя, в один цвет. Это могут быть меланжевые ниточки, какие угодно. Узорчик универсальный, подойдет и для летнего парео, так скажем, да, топики, маечки, и для палантинов, и для зимних таких вот накидочек. То есть пробуйте, экспериментируйте из любой пряжи. Посмотрите, из вашей пряжи может быть узорчик выглядит более выигрышно. Он у нас двусторонний, видите, это очень хорошо. Выбирайте любую сторону, она у вас будет лицевой. Из моих ниточек, смотрите, как тянется узорчик. Вот так вот чуть-чуть тянется, и вот так вот побольше тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, может меньше, поэтому пробуйте, вяжите из своих ниточек, своей рукой, своим крючком, своей плотностью вязания. Давайте замерим, что, например, у меня получилось. Вот я набирала 37 воздушных петелек. Если моя плотность вязания, мой крючок, так, то это у меня получается вот 18,5 практически сантиметров. И здесь получается у нас раппорт узорчика вертикальный, 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10. И самый первый наборный, вот, да, с новичками вязали 11. Итого у меня вот здесь получилось, ну, 11,5, видите? 11,5 сантиметров. То есть вы точно так же провязываете образец, считаете, смотрите, высчитываете количество ниточек, которые вам потребуется для вашего изделия. Ничего сложного. Вот такой универсальный узорчик в вашу копилочку узорчиков. Как вам? Я надеюсь, понравилось. Не забывайте ставить лайки и обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее вам спасибо большое. Не забывайте подписываться, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.